Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. И сегодня вот такая свежая весенняя новинка из европейского магазина появилась в интернете, и я сразу же в нее влюбилась. Посмотрите, цвет, который подойдет любой женщине, да, девушке, женщине. Узор, который свяжет любая мастерица. Посмотрите, такой совокупности, гармоничное сочетание красоты, изящества, нежности, вот этого весеннего какого-то приятного настроения, да. И вот хочется на позитиве таком связать такую вещицу, причем вяжется-то она очень легко и просто. Реально такой простейший узор маленькими вот этими ромбиками. Ну, просто, я не знаю, тем более у него есть такая фишка интересная, да, такая спинка красивая, оформленная в виде V-образного выреза горловины, не очень глубокого, именно то, что нужно для такого весеннего позитивного настроения, такого легкого женского шарма. Итак, мои хорошие, как всегда в нашем мастер-классе сегодня будет выбор пряжи, спиц, узор, схема узора, да, будем разбирать, как вязать этот узор, выкройка, естественно, я подобрала, будем составлять с вами описание на 6 размеров 42 по 52 размер. Ну и без проблем вы там подкорректируете, если вам побольше нужен будет размер. Итак, мои хорошие, приступаем к выбору пряжи. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Для вязания этого джемпера я выбрала свою одну из любимых пряж Ярна джинс. Полухлопок, 55% хлопок, 45% полиакрил. Цвет 74, в 50 грамм 160 метров. И вот так выглядит наш узорчик. Ну, здесь 2,5 раппорта в высоту связано и 3 раппорта получается в ширину. Спицы 3,5 я взяла. Вот так, вот так у нас получается. В принципе, троечку не надо брать спицы, будет очень плотно. Ну, хотя, если вы любитель плотного вязания, тут уж как на любителя, да? Очень простой узор. Эти простые ромбики известны всем, особенно тем, кто уже давно вяжет, да? Мне очень понравилась эта модель именно за простоту. Иногда, знаете, девочки, хочется взять и просто что-нибудь помахать спицами, не задумываясь, не напрягаясь, да. На автомате прям вяжется этот узорчик. Могу его порекомендовать девочкам, которые только, значит, осваивают мастерство вязания, да. То есть он несложный, реально несложный. И, соответственно, будем сегодня... И, да, кстати, крой у нее тоже очень простой, вы видели, да, модельчика очень простая, спущенный рукавчик используется, такой свободный крой. В общем, прям одно удовольствие, что нигде не надо напрягаться, да. Давайте посмотрим схему узора. Схема узора наипростейшая. Да, вот она у нас так выглядит, но все равно все здесь понятно. Смотрите, кружочек — это у нас с вами накид. Пустая клеточка — это у нас лицевая петля, да. Затем вот такой знак — это 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, да. Ну и вот эти вот треугольнички — это 2 вместе лицевой с соответствующим наклоном. Все, девочки, больше здесь нет ничего сложного. Все элементарно, да. Раппорт узора вот у нас выделен белым. Это 10 петель и 16 рядов в высоту. Вот и вся сложность. Так, теперь про выкройку. Давайте посмотрим с вами выкройку у нас. Я подобрала вот такую выкройку. Значит, обычный у нас спущенный рукав свободного кроя, да. Это вот у нас спиночка такая, с такой кокетливой
V-образным вырезом, да, и по переду у нас идет вот такой неглубокий вырез закругленный. Рукавчики 3/4 я вот здесь выделила его длину, укоротила на 10 сантиметров. Вот видите, так-то было 46,5, но ничего не мешает вам сделать именно полноценный длинный рукав, в принципе. Девочки, размеры стоят стандартные, под себя корректируйте, если что-то тут вот вам не понравится, можете подкорректировать. А так, вообще-то, очень простой крой, элементарная выкройка, совершенно элементарная выкройка. Так, и описание, как всегда. Вот такое описание я выкладываю под видео. Смотрите, все это попетельное описание у нас будет сегодня проговариваться, откуда берутся все эти показатели попетельные и порядные. Вся вот эта последовательность будет сегодня с нами скос, как сделать. Все это мы с вами после того, как свяжем образец, обговариваем. Я вам все рисую, показываю, как располагаются узоры, да, сколько раппортов и как, какие там тонкости, нюансы. Все рассказываю. Сколько петелечек на вырез горловины приходится, как это все рассчитать. И самое главное, как формируем скос по V-образному вырезу, по рукавчику, да. Там все очень подробненько расписано. Итак, мои хорошие, давайте с вами приступим к вязанию образца. Для вязания образца набираем 33 петли. Раппорт узора 10 петель. У нас будет участвовать с вами 3 раппорта и 1 петля для симметрии добавляется. Плюс 2 кромочные. Первый ряд вяжем по схеме. Значит, постановка раппортов будет такова, что у нас 2 раппорта будут по центру и 1 будет делиться, как бы половиночка у нас будет в начале, а вторая половиночка в конце. Но это для красоты, для эстетичности узора. Я связала уже 1 раппорт, видите, девочки, высоту. И 3 раппорта вот так у меня выглядят. И начинаем с вами первый ряд, 5 петелечек перед раппортом. Первый. Идет лицевая, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3. Начинаем вязать с вами раппорт. 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Для этого я первую и вторую петельку меняю местами. У меня первая петля за работой, а вторая поверх накидывается. И все 3 вместе я вяжу одной лицевой. Затем вяжем 3 лицевые. Делаем накид. По центру идет лицевая. Еще 1 накид. И 3 лицевые. 1, 2, 3. Это был у нас 1 раппорт. Следом вяжем второй раппорт. Точно так же начинаем. 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. 2 первые петли я меняю местами, вторая поверх первой. 3 вместе вяжу. Затем 3 лицевые, накид, лицевая, накид и 3 лицевые. И 6 петелечек у нас за раппортом вяжется. 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, 3 лицевые, накид, лицевая, кромочная, изнаночная. Все изнаночные ряды, четные ряды, мы будем вязать, как смотрят петли, в том числе и накиды. Итак, но поскольку у нас петли везде смотрят 5 петелечек перед раппортом, 2 изнаночные, то есть весь ряд накид, четный вяжем изнаночными петлями. И начинаем вязать раппорт узора. 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, 2 лицевые, накид, 3 лицевые по центру, накид, 2 лицевые. Связали первый раппорт. Второй раппорт также повторяем, можно даже не показывать. Смотрите, то же самое. 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, 2 лицевые, накид, 3 лицевые, 2, накид, 2 лицевые. Связали второй раппорт и
6 петель за раппортом, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, 2 лицевые, накид, 2 лицевые. Кромочную вяжем изнаночной. 4 ряд все изнаночные. 5 ряд. Итак, у нас 5 петелечек перед раппортом, 3 лицевые, накид, лицевая, и вяжем раппорт узора. 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, лицевая, накид, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, накид, лицевая, связали раппорт. Второй раппорт также вяжем, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, лицевая, накид, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, снова накид, лицевая. Связали второй раппорт, и за раппортом у нас идут 6 петелек. 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, лицевая, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, кромочная, изнаночная. Связали. 6 ряд вяжем изнаночными петельками. У нас с вами 7 ряд. Мы вяжем с вами 5 петелек перед раппортом, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4. Делаем накид, 3 вместе и начинаем вязать раппорт. 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Снова накид, 7 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Накид. Связали раппорт узора. Второй раппорт вяжем. Также 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, накид, 7 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, снова накид. Связали второй раппорт. За раппортом 6 петель вяжем, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, накид, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, кромочная, изнаночная. 8 ряд изнаночные петельки. Вяжем с вами 9 ряд. У нас с вами идут 2 петли вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид. Связали 5 петель перед раппортом. Далее вяжем раппорт, лицевая, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, 3 петли вместе с выделением центральной петли, лицевой их вяжем. Опять 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, раппорт связали. Второй раппорт также вяжем, лицевая, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли по центру, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид. Второй раппорт связали. За раппортом 6 петель. Лицевая, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3 и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Кромочная, изнаночная. 10 ряд все петельки изнаночные вяжем. Вяжем 11 ряд с вами. И у нас 2 вместе лицевой с наклоном влево. Затем 2 лицевые, накид, лицевая. Связали 5 петель перед раппортом, вяжем раппорт узора. 2 лицевые, 1, 2, накид, снова 2 лицевые, 1, 2 и 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Опять 2 лицевые, накид, лицевая. Связали раппорт узора. Второй раппорт также вяжем 2 лицевые, накид, 2 лицевые, по центру 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, снова 2 лицевые, накид, лицевая. Связали второй раппорт. За раппортом 6 петелек вяжем, 2 лицевые, накид, 2 лицевые,
2 вместе лицевой с наклоном вправо. Кромочную вяжем изнаночной. Так, 12 ряд, все петли изнаночные. У нас с вами 13 ряд. 5 петель перед раппортом, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Лицевая, накид, 2 лицевые. Далее вяжем раппорт узоры. 3 лицевые, 1, 2, 3. Делаем накид, лицевая, затем 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Далее лицевая, накид, 2 лицевые. Связали раппорт. Вяжем второй раппорт также. 3 лицевые, 1, 2, 3. Накид, лицевая, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Лицевая, накид, 2 лицевые. Связали второй раппорт и за раппортом 6 петелек вяжем. 3 лицевые, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Кромочная, изнаночная. 14 ряд, все петли изнаночные. У нас с вами 15 ряд. Вяжем 5 петель перед раппортом. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид, 3 лицевые. 1, 2, 3. Вяжем раппорт узора. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Лицевая, накид и 4 лицевые. Нет, 3 лицевые. 1, 2, 3. 3 лицевые. Так. Далее второй раппорт вяжем. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Опять накид. 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Снова накид и 3 лицевые. 1, 2, 3. Второй раппорт связали. За раппортом 6 петель осталось. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Кромочная, изнаночная. 16 ряд вяжем изнаночными петлями. Мы связали с вами полностью раппорт узора, все 16 рядов. И сейчас наша задача сделать влажную тепловую обработку образца, чтобы измерить плотность, рассчитать. Итак, у нас с вами горячий пар, и мы отдаем наш образец. И тянем его, он стал влажный, податливый. Тянем хорошенько наше с вами связанное полотно в разные стороны. Так, давайте теперь еще раз на краешки обратим внимание. Края надо тщательно тоже отутюживать, чтобы они не загинались. Нам сейчас кромочные тоже понадобятся для расчета плотности. Они тоже будут участвовать. Все, девочки, выпрямили красоту, оставляем ее таким образом сохнуть. Итак, девочки, начинаем с вами измерять вначале ширину 17 сантиметров. Так, у нас с вами участвовало 33 петли. 33 поделить на 17 сантиметров, это будет 1,90 почти 5. Я так и напишу для более точности 1, то есть в 1 сантиметре 1,95 петель. По горизонтали посчитали. Теперь по вертикали. По вертикали измеряем с вами высоту образца. Тоже край не совсем ровный, 16,5, то 16,5. 16,5, теперь считаем, сколько рядов участвует. У
У меня 39 рядов. Почему 39? У меня 2 раппорта связаны. Еще я довязала 7 рядов. Вот. И у меня получается 39 рядов. 39. И поделим на 16,5. Получаем. Вот такая тоже плотность у нас 2,35. Давайте так и запишем. В 1 сантиметре 2,35 ряда. Это плотность по вертикали. А теперь берем выкройку и делаем расчеты. Итак, мы воспользуемся вот такой выкройкой. Здесь у нас сегодня будет участвовать в расчете 3 размера, вернее 6 размеров: 42, 44, 46, 48, 50, 52. И давайте сразу определяем количество петель. Первый размер, ширина спинки 48 сантиметров. 48 умножаем на нашу плотность по горизонтали 1,95 на 1,95. Будет 93 петли, девочки. Пишем сразу 93. Затем идет 26,5 половинчатый размер на 2, 53 сантиметра умножить на плотность 1,95. Получаем 103 петли. Третий размер 58 сантиметров умножить на плотность 1,95, 113 петель. Ну и соответственно вы понимаете, что нам необходимо расположить петли таким образом, чтобы получалось целое число раппортов. По схеме это 10 петель в раппорте, да, мы должны с вами уместить. Причем умещать будем таким образом, чтобы вязалось у нас с вами по центру нужное количество раппортов, а как мы с вами в образце вязали, 5 петель для симметрии справа, 6 петель для симметрии слева. То есть один раппорт делится пополам. И смотрите, как это располагается схематично. Я рисую таким образом. Ну, давайте на первый размер. 93 петли поделить на 10. Соответственно, это будет 9 раппортов, целое число. Рисуем 9 раппортов. Значит, 8 раппортов у нас располагается с вами в центре. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 раппортов. В центре по 10 петель. Вот таким образом, да. И далее 5 петелечек у нас идут. То есть 9 раппорт, 5 петелечек у нас в самом начале вязания будут и 6 петелечек в самом конце вязания. Кромочная справа, кромочная слева. Вот таким образом у нас с вами получилось, смотрите, 90 петель, да, в узоре задействована 1 петля для симметрии и 2 кромочные. Вот наши 93 петли. Схематично вот я изобразила, как это выглядит. Теперь, что касается других размеров, вот этих 103, 113 петель, то же самое, только здесь будет 10 раппортов использоваться, а здесь 11 раппортов, девочки. Вот. И 10 раппортов также у нас по центру будет 9 раппортов, а 10-й раппорт делится пополам. В самом начале 5 петель, в самом конце 6 петель. Так, то же самое касается там, где 11 раппортов, по центру будет у нас 10 раппортов по 10 петель, и 11 раппорт делится пополам, 5 петель в начале, 6 в конце и кромочный, соответственно. Вот так располагаем узоры. Теперь, что касается выреза горловин, давайте посчитаем. Ну, здесь стоит вот такая мерочка, 9,5 ширина. Это на первый маленький размер, 9,5 на 2, это будет 19 сантиметров, девочки. Умножить на нашу плотность 1,95, то есть 37 петелек. Для большего размера я взяла 39, и для еще большего 41 петлю. И теперь нам остается определить, сколько петель остается на плечи. Ну, на плечи остается именно столько, сколько остается. То есть мы с вами из 90, давайте на примере первого размера, 93 я отнимаю 37 петель. Вырез горловины, получаем 56 петель. Делим на 2 плеча. Это по 28 петелечек у нас идет. Я уже сделала на другие размеры аналогично. Также посчитала 32 и 36 петель.
Так, теперь что касается V-образного выреза горловины у спинки. То есть спинка у нас с V-образным вырезом, а перед вот с таким красивым глубоким вырезом. То есть везде у нас вырезы идут. По спинке надо посчитать скос. Вот этот. Ну, мы с вами знаем, что петли спинки мы уже посчитали, петли выреза горловины мы уже посчитали. Одну петлю сразу убираем. И остается 36, чтобы делилось пополам. 38 и 40. Соответственно, на каждый скос придется 18, 19 и 20 петель. Теперь определяем высоту нашего скоса. Это 18 сантиметров. Вы можете углубить или сделать поменьше эту цифру. Но мы будем считать как по выкройке 18 сантиметров. Глубина скоса, да, умножить на плотность по вертикали. Девочки, вертикаль сейчас в ряды переводим. Вот у нас 2,35 ряда. Умножить на 2, 35. Получаю 42 ряда. То есть наш скос с вами это 42 ряда. И эти 42 ряда надо делить на вот эти цифры 18, 19 и 20, чтобы узнать, в каком, ну тут устно можно поделить, да, поделить на 20. То есть в каждом втором приблизительно ряду мы делаем с вами убавки по вырезу горловины у спинки. Вот. Закрываем плечи на той высоте, которая вам будет удобно. Вот в моем случае по выкройке это получается 58,5 сантиметров. Общая высота вместе с планкой. И это будет в рядах выражено следующим образом. 58,5 сантиметров умножить на плотность по вертикали 2,35. Получаю 138 рядов. 138 рядов общая длина изделия. Обязательно не игнорируйте вертикальную плотность и все свои вертикальные мерки переводите в ряды, чтобы после стирки изделие не вытянулось. Девочки, это делается. Так. По вырезу горловины переда я подробно расскажу, вернее, будет у меня опубликовано описание под видео, поэтому там сами посмотрите. Здесь закрываются средние петли, и для закругления мы там последовательно закрываем там 3 петли, потом по 1 петле, да? Вот так обычно делается. Теперь давайте на рукав перейдем. У рукавчика длина не совсем длинная, да, то есть там, по-моему, 3/4 рукавчик идет. Поэтому я уменьшила эту вот мерочку общую 46,5 на 10, у меня получилось 36,5. Это вместе с планкой. Если еще планочку отнять 5 сантиметров, то получится 31,5. На узор приходится. Набирать мы будем с вами по низу 63 петли. Вернее так, вначале идет планочка резинка 1 на 1, и затем в последнем ряду 5 петелечек добавляем и получаем с вами 63 петли. Это 6 раппортов будет у нас, и соответственно 1 петля для симметрии, 2 кромочные. Вот. И здесь также располагаем узоры, то есть у нас будет 5 по центру раппортов, и 1 раппорт 6 делится пополам. Крайне правой, крайне левой части получается. Так, теперь давайте самую широкую часть рукава тоже считаем по плотности. Смотрите, стоит мерочка на первый размер 18 сантиметров. То есть это 36 сантиметров ширина рукавчика умножить на плотность 1,95. Это плотность по горизонтали. Получается 70. Но нам надо, чтобы было нечетное число, поэтому 71 петля я написала. Второй размерчик у нас идет 19 и третий 20 сантиметров. Это половинчатый размер, и, соответственно, умножаем на 2 и умножаем на плотность 1,95. Получаем мерочки 73 петли, 77 петель на третий размер. Теперь определяем, сколько петель по скосу надо будет нам поднимать. Ну, не поднимать, а прибавлять. Значит, из 71 петли отнимаем по низу 63, получаем общее число 71 отнять 63, 8. Делим на 2, на каждый скос 4 петли будем прибавлять. Аналогичным образом я определил на второй размер 5 и на третий 7 петель.
Теперь как посчитать равномерные эти прибавки? Через сколько рядов мы их будем делать с вами? Вот для этого опять воспользуемся, как тут по скосу делали, да, скос. Значит, необходимо вот эту мерочку 31,5 см перевести в ряды. 31,5 см умножаю на плотность по вертикали 2,35. Получаю 74 ряда. Надо записать 74 ряда. И 74 ряда мы будем сейчас делить с вами на те самые петли, которые необходимо нам распределить. Первый размер 4 петли. 74 ряда я делю на 4. Получаю вот такую мерочку. 18,5 рядов. То есть это в рядах сейчас все измеряется. Но мы не можем ведь взять и вот эту половиночку как-то там отследить. Поэтому, девочки, в таких случаях, когда вот такая получается цифра не целая, рекомендуется вязать в каждом, чередовать в каждом 18, в каждом 19, в каждом 18, в каждом 19 ряду прибавки. Вот так. Второй размерчик у нас там идет с вами 5 петелечек. Ну, также 74 делим на 5. Это будет, ну, в каждом 15, можно сказать, прибавки делаются, в каждом 15. И третий размерчик 74 поделить на 7 петелек, получаем, ну вот тоже 10,5. Но здесь тоже будем чередовать в каждом 10, в каждом 11 ряду. Все. И на высоте общей 36,5 сантиметров. Это тоже переводится в ряды. 36,5 умножить на плотность 2,35 по вертикали. То есть это 86 рядов, девочки. Мы с вами закрываем все петли рукавчика. Вот все нехитрые вот эти все вычисления будут выложены под видео. Последовательность действий, как вязать, там тоже будет выложено. Смотрите внимательно. И я желаю вам удачи и до новых встреч, мои хорошие.